И всем привет, с вами Айсим, и сегодня уже у меня на аккаунте 190 день. А это значит что? Правильно, это значит ролик. А перед началом данного видеоролика попрошу вас подписаться на мой телеграм-канал, а также поставить лайк, подписаться на канал и поставить колокольчик. Всем спасибо и приятного просмотра. За эти 10 дней произошли ряд изменений на моем аккаунте. Поднялось на 10 миллионов КП. Также ускорилась лагерь. Скоро буду ставить комбинированное оружие. Сейчас решил, пока нету там рунки плюс бафа от королевства, поставлю чуть-чуть, подкачаю луки. Потому что я играю вторым отрядом на луках, поэтому надо луки чуть-чуть подкачать. Ну и в принципе по академке все. Вот. То есть поднялся на миллион мощи, это с помощью обучения войск и вот как раз прокачки лагеря. И набил 10 миллионов КП, это было после того, как мы играли Ковчег. Я решил играть Ковчег с синим Роширом. Вот Ковчег. Ну, мы проиграли Ковчег, если я не ошибаюсь, 37-77. Вот, это имперка выше нас. Мы им проиграли. Ну, я занял 6 место. 19 714 тысяч очков. Чисто на драках, меня там даже нулили, вот, ну, в плане на ковчеге. Заработал 5 голов, 1000 самоцветов, расширение синенькое, вот, в принципе, вернулось обратно. И ускорение 25 обучения, плюс 25 по 10 тысяч фолиантов знания. И также 3 по 2000 обучения войск. И после ковчега я решил просто выйти под ворота. И здесь вот искал 56-х. Мы дрались. Сейчас вот покажу отчеты, в принципе. Я в избранное сохранил свои отчеты. Вот, первый такой отчет. Неплохой такой хорошенький отчет. Как раз проверил. Я хотел проверить экспертного ЛСГ. Вселение войск. Вот, экспертного ЛСГ. Пусть у меня была этелька ЦАО. Точнее, ЦАО Этелька на кавалерии. Вроде с атака кавалерии с неплохим шмотом вроде. Скорее всего, либо фиолетовый, либо синий там критованный, либо фиолетовый критованный. И также Александр, вот, Александр ЛСГ, тоже усиление войск, но у меня получше. Усиление войск, скорее всего, он без шмота. Ну Александр у него не прокачанный, плюс 53 уровень. А вот этот отчет уже более-менее лучше, потому что здесь я уже проверил как раз против чела, у которого голдовый сет. Возможно, не фуловый, а возможно фуловый. Саладин 5-5-4-2 и ЛСГ фуловый против Карла и ЛСГ экспертного. И у меня вот здесь уже отчеты лучше. Намного лучше отчет. Вот меня били трое они, в принципе. Я одним этим маршем стоял, дефался. И вот только вот этот человек по нему, не знаю, он со спины бил, либо он просто прокачанней. Поэтому он лучший отчет сделал. Но я вот его почти не трогал, поэтому по нему отчет такой себе. Хотя вроде по шмоткам у него даже хуже, чем у первого чела. Ну, также по традиции мы проиграли ковчег, как я уже сказал. Поэтому я сделал максимум, что я мог. Ковчег я все равно не могу забрать. У меня статистика на ковчегах очень ужасная. 3 победы из 12 сражений. Это очень ужасная статистика, не знаю. Либо дело во мне, либо дело в руководстве, либо дело я не знаю в чем. Может, я просто невезучий на ковчегах. Можете написать насчет этого в комментариях и поделиться вашими отчетами, либо вашими достижениями на ковчеге со своим КД, со своим альянсом, со своей, может, группой какой-то. Будет очень интересно почитать в комментариях, поэтому пишите. Дальше зайдем в командиров. В последнем видеоролике у меня еще не было экспертного Лисанге, но на следующий день, буквально после того, как я выложил ролик, он уже стал экспертным. После этого я начал чисто акции покупать ЦАО, и у меня уже один навык качался, плюс 1 сделал, то есть 5-4, 5-1 стал. Поэтому скупаю головы ЦАО, универсалки уже просто коплю, накопил уже 77 штук, 77 универсалок. Также у нас сейчас проходит вот такая штучка, по 2,5 надо донатить в игру, ну точнее не по 2500, а чтобы 2500 самоцветов забирать и забирать вот такой сундучок. Мне он показался выгодным, поэтому я решил забирать, скупаю чисто, грубо говоря, акцию дня, это 1200 гемов. Хранилище запасов, я покупаю чисто материалы, обновляю вот уже 24 дня. И докупаю просто 2 по 80 за 200. Ну, чтобы максимально сэкономить и денег, и был профит. Поэтому
Просто в гему вкидываюсь. Также VIP очков у меня уже 40 тысяч. Это, грубо говоря, вот я покупаю акцию, там вот какие-то паки я покупал еще, и мне добавляются вот эти очки. Гемов было бы уже 50 тысяч, но я тратил на рулеточки, чтобы забирать командиров и потом покупать их бандлы. Вот, грубо говоря, у меня уже есть Саладин, есть Александр и есть Чхок. Чхока я забирал по прошлому ролику, вы могли видеть тоже с таких типа сундучков, которые я вот недавно вам рассказал. Александра и Саладина я бы еще бы раньше выбил бы и, возможно, бы забрал бы уже Эдварда. Просто на одном из ивентов я случайно тупанул. О, кстати, плюс 3 головы. Найс. На одном из ивентов завоевательная война, где обмен голов там на специальные очки, чтобы потом забирать там легендарки и всякие такие ускоры, и все в этом плане, я случайно отменял 3 головы Саладина. И поэтому получилось так, что у меня чуть-чуть бандл позже появился. А так забрал вот бандл Чхока, бандл Александра и бандл Саладина. Это плюс 30 голов. И, кстати, сейчас у меня получается уже 80 голов. Буквально в прямом эфире растут головы на глазах, как на дрожжах, я не знаю. Чего, блядь? Вот. И получается так, что уже 80 голов. И это круто. По ивентам. Сейчас у нас ивенты проходят: Грот поднять, Остров сокровищ, по волнам и Дележ власти. До этого был другой ивент, назывался Защитите припасы. Вот. Его я выполнил, там что-то какое-то 50 или 60 место в рейтинге занял. В принципе, не добивался каких-то высоких позиций по причине того, что, ну, Unreal вообще, там, Т5 only. По волнам, вот, много чего уже закрыл. Также второй ивент Академическая элита вот закрыл с помощью лагеря. И сейчас вот идет готовность к атаке. Почти ее закрыл. Оборона города. Тоже варваров почти всех добил. Атакуйте форты. Сейчас вот форты активно бил. Потому что мне еще и в Люцерне надо тоже форты бить. 156 всего лишь. Я думаю, за дня 2 справлюсь как раз. Побью. Сейчас жду, когда мне дадут титул, чтобы поставить на обучение войска. Также идет у нас, ну, колесо фортуны, как я уже показывал. Величайший правитель сейчас идет. Попытаюсь забрать хотя бы 3 головы Костика. 3 головы в 35 попаду. Потому что у нас получается так, что МГЕ попадает как раз на открытие 5-х ворот и прохода в 7-ю зону. Здесь будет уже килл-ивент, то есть 5-й день. Ой, нет, ошибаюсь, 6-й, 7-й день. И с учетом этого хочу всех позвать, в принципе, на мой стрим, который будет проходить либо субботу, либо воскресенье. Чтобы его не пропустить, еще раз повторю, подписывайтесь на телеграм-канал. Он также будет в закрепе в сообщениях. Также в закрепе в описании. И QR-код выведу на экран. Также быстренько сейчас вам покажу, чтобы не сильно не затягивать ролик, что изменилось у меня по шмоткам. Я сковал full сет на кавалерию. Вот такой full сет ветра плюс 2 шмотки авангарда. И сделал... Если я не ошибаюсь, в прошлом видео не было вот этого нагрудника лата оживления и не было золотой век. Но, возможно, был в прошлом видео лата оживления, я просто не помню. Но сделал вот такой меч. Также, скорее всего, скоро сделаю поножья и голову. Буквально, может, дней 10-15 и сделаю поножья и голову фиолетовые. Ну и в принципе вооружения никакого нового нету. Мне вообще ничего не падает. Короче, я из-за этого очень сильно тильтую. Ну и под конец ролика могу сказать то, что я определился, куда я буду мигрировать. Буду мигрировать в 3801. У них начинается миграция 9 сентября. Все, кто хочет тоже мигрировать в 3801, пожалуйста, пишите мне. Я могу помочь с миграцией. В принципе, скинуть данные офицеров, кто отвечает за миграцию. Также могу порекомендовать вас, в зависимости, конечно, от аккаунта для второго КВК. Поэтому пишите в любые источники, пишите в Ютубе, пишите в Телеграме, куда кому удобней. Вот.
И, в принципе, на этом могу ролик заканчивать. Всем хорошего дня, хорошего вечера, хорошего утра. Больше кушайте и будьте здоровы. Всем пока.